Всем привет, друзья! Сегодня готовлю яблочное повидло, то самое СССРовское по ГОСТу. Повидло – это уваренное с сахаром протертое яблочное пюре. У меня для этого повидла подготовлены домашние яблочки, такие кисло-сладких сортов, очень сочные. Здесь ровно 5 килограмм. Сердцевинку я из яблок вынула, чистый вес 5 килограмм. Теперь яблоки нужно будет очистить от кожуры. Готовить я буду в таком упрощенном варианте это повидло. Вот сердцевинку вытаскивала вот такой вот штучкой. Очень удобно. Вот, посмотрите, чищу яблоко, а с него аж брызжет сок. Такое оно сочное, очень ароматные яблочки. Для этого повидла пойдут, в принципе, всякие яблочки. Яблочки перечистила. Посмотрите, сколько кожуры. Ее я выбрасывать не буду. Из нее можно приготовить компотик. Отправить в заморозку. Или вот просто сразу, не отходя от кассы, сварить вкусный компот. Добавить сухофруктов. Так, вот яблочки. Теперь яблоки нужно будет нам нарезать. Ух. Нарезаю такими вот пластиночками. Друзья, у меня 5-литровая кастрюлька, яблочки не поместились. Я вот сейчас дорежу их в маленькую кастрюльку и потом постепенно буду добавлять в эту в большую кастрюлю, так как яблоки уварятся. Нарезанным яблокам теперь нужно будет дать чуть-чуть постоять для того, чтобы они немножко потемнели, так как яблочное повидло по ГОСТу должно быть такого темного цвета. В яблоки добавляю коричневый сахар, здесь 200 грамм. Этот сахар с таким вот карамельным вкусом. Отправляю ванильный сахар. У меня здесь 8 пакетиков ванильного сахара. В каждом пакетике по 8 грамм. 64 грамма. Добавляю желированный сахар 3 к 1. Здесь вот 500 грамм. 500 грамм сахара идет на 1,5 килограмма фруктов. Вот. У меня получается чистая масса 4 килограмма. Вот 2 пакетика нам нужно. 1 килограмм желированного сахара 3 к 1. В качестве загустителя пектин. Здесь вот в этом сахаре содержится пектин. На выходе у нас должно получиться такое очень густое, с плотной текстурой повидло.
И вот пока яблочки будут настаиваться, пускать сок, мы займемся сахарком. Здесь вот 300 грамм белого сахара. Его нужно будет растопить в карамель. Сахар буду плавить на умеренной температуре. Вот так вот его равномерно распределяю. Во время плавки сахара его не нужно мешать, иначе он возьмется комочками. Друзья, если ваш сахарок неравномерно плавится, тогда можете использовать вот такую вот деревянную палочку. Вот так вот потихонечку палочкой помешивать. Сахар плавится при умеренной температуре. Если плавка при высокой температуре, тогда он начинает гореть. Вот этот вот плавленый сахар придает цвет хороший повидлу, такой темный, и вкус. И вот как только начинаете плавить сахар, сахар не мешайте, иначе он возьмется комочками. Ждите, пока вот вы увидите вот такой вот карамельную расплавленную лужицу. Тогда уже можно потихонечку вот помогать вот деревянной палочкой собирать сахарок. Или вот так вот просто туда-сюда елозить сковородочку. Вот видите, карамель уже берется вот такой вот шапкой. Она готова. Все, ее уже пора снимать с плиты. Ставлю сюда яблочки. Выливаю карамельку потихонечку. Варю повидло до закипания на умеренной температуре. После закипания провариваю где-то около 3 минут и отключаю плиту. Вот сейчас добавлю сюда свежевыжатый лимонный сок. Здесь 250 мл лимонного сока. По вкусу в повидло можно добавить любые специи, которые вам нравятся. К примеру, осенний вариант – это корица и гвоздика. Но мне нравится вот такой вот стандартный, просто с ванильным сахаром. И вот ждем сейчас, когда наше повидло закипит. Старайтесь помешивать, выбирайте такую толстостенную хорошую посуду, чтобы повидло не подгорело к стенкам посуды, не прижарилось. Вот видите, сейчас вот карамелька, вот сахар взялся вот такой вот сосулькой. Это нормально, он растворится в горячем сиропе яблочно-сахарном. Все здесь растворится. Повидло будет очень красивого цвета. Такое настоящее повидлочко. Какое вот должно быть. Такое плотное, густое. Друзья, посмотрите, какое темное повидло у нас уже получилось. Оно хорошо уварилось. Я неправильно сказала. После закипания 3 минуты провариваю при высокой температуре, а потом ставлю на умеренную. Вот час уже повидло у меня вот готовилось. Оно очень мягенькое такое, яблочки уже разварились, распались. Теперь я его буду измельчать с помощью блендера. Измельчать в пюре.
Отключаю плиту. Вот повидло измельчила до однородной массы. И теперь вот горячее буду разливать по баночкам. Банки я не стерилизую. Вот беру чистую баночку, просто мою банки, они обсыхают. И наливаю сюда яблочный уксус. Можно любой уксус сюда налить, какой у вас есть. Я использую яблочный. Вот так вот закрываю крышечкой и распределяю уксус по всей баночке. Тем самым баночка дезинфицируется, крышечку тоже. Вот. Потом эту уксусную водичку отправляю в следующую баночку. Вот так вот хорошо взболтали. Отправляем в следующую баночку. Запаха уксуса в повидле не будет. И вот такое повидло у вас может храниться несколько лет, так как баночка вот хорошо дезинфицированная. Хорошо упаковываем и отправляем на хранение. Чем дольше ваше повидло стабилизируется, тем вкуснее оно получается. Друзья, вот поварешечку тоже продезинфицировала яблочным уксусом. Посмотрите, какое темное, красивое повидло. Мне очень нравятся блинчики, фаршированные повидлом, с начинкой из повидла. Это вот такой вкус детства. Пирожки также с повидлом. Вот. Красота. Приготовьте по этому рецепту, и вы будете просто удивлены результатом и вкусом. Будете готовить только так. Сейчас я дам повидлу хорошенько остыть, стабилизироваться. И вот через 3 дня посмотрим вместе, какое оно у нас получилось на выходе. Вообще ГОСТовская технология приготовления, друзья, она совершенно другая. Но я вот эту вот технологию немножко упростила. Вкус тот же самый, ничем не отличается. Я не ищу таких трудных путей. Все можно приготовить гораздо проще. И получится так же вкусно. Если вам нравится повидло со специями, за 15 минут до окончания варки можете добавить сюда корицу. Корица также придаст цвет повидлу, оно будет такое темное, еще темнее станет. Гвоздику. Но у меня вот здесь просто ванильный сахар. Стандарт. Все, мои хорошие, встретимся через 3 дня.
Ну что, друзья, прошло 3 дня, посмотрите. Повидло хорошо остыло, стабилизировалось. Оно такое густое, как мармелад, ароматное, яблочное повидло, в меру сладкое. Вот это вот повидло отличная основа для десятков любимых десертов, начиная вот с тонких блинчиков, пирожков, пончиков, рогаликов, оладушек, до рассыпчатых песочных полосок, школьных пирожных, пирогов и так далее. Вот этот вот вкус вернет вас в прошлое. Непременно попробуйте приготовить это замечательное повидло. Вот что еще хочу сказать. При готовке обязательно проверяйте его на готовность. Берете вот ложечку и ложите повидло на тарелочке. Если оно растекается при остывании, значит оно не готово. Уваривайте до тех пор, пока повидло, вот налили капельку на тарелочку, если оно загустело, значит оно готово. Кому-то может понадобиться больше времени, кому-то меньше. Если у вас кислые сорта яблок, тогда это повидло готовится очень быстро. У меня были кисло-сладкие сорта, понадобилось ровно 1 час для приготовления. И еще здесь содержался пектин в сахаре, да, который я использовала 3:1 сахар. Вот, если вдруг ваше повидло не загустело, можно использовать вот такое вот средство. Называется Gelfix Gelee-Pulver für superfruchtige Konfitüre. Это загуститель на основе пектина. Вот. И давайте я сейчас вам покажу, как повидло вообще у нас выглядит на тарелочке. Какое оно супер густое. Вот это вот повидло как маслом можно мазать на хлеб, и оно не растекается. Вот, посмотрите. Такого красивого янтарного цвета. Красота. Ну все, друзья, все тонкости приготовления теперь вы знаете. Ничего здесь сложного нету. Все очень просто, непременно. Готовьте это повидло, удивляйте своих родных и близких этим замечательным вкусом. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.